Всем привет, с вами Дэн. Ну что у нас здесь? Магазин «Часовое хобби», про него чуточку позже, а здесь в коробочке редкость, прям очень большая редкость. По коробке не догадаетесь. А это японский микробренд, который я вам уже несколько лет назад показывал, одну из их моделей, но это было давно. А про эту модель мы писали на сайте. И эта лимитка, представляете себе, всего 20 штук. Ну, давайте сначала по комплекту, а потом уже будем с этими часами знакомиться. Значит, здесь у нас карточка, здесь как раз часовое хобби. Дальше инструкция. Дальше гарантийный сертификат. Все по-японски. А, нет, по-английски и по-японски. Кагуя. Это мануал, да, у нас. А, это вот, соответственно, их основатель. Ну и описание по часам. Ну, по-японски, знаете, вот как всегда, они любят очень тщательно все это. Да. Коробочка чем-то в стилистике Сигал. Ой. Ну, сейчас про них буду детально рассказывать. Wanker Dream Moonface Kaguya Suigetsu Tsukimi. Лимитка 20 штук. Вышла эта модель прошлой осенью, в конце прошлой осени. И, как видите, центральная часть здесь занимает, конечно же, луна. В японской культуре это всегда олицетворение красоты, спокойствия, плюс смена времен года. И как раз-таки в честь осеннего фестиваля Цукими, праздник любования луной, эта модель и вышла. Ну и давайте про характеристики сразу же поговорим. Здесь корпус стальной, сталь 316L, сапфир слегка выпуклый. Водозащита 50 метров, то есть под дождь попасть, руки помыть можно. Механизм внутри стоит китайский Ханчжоу H7M01 с большим запасом хода. Здесь 48 часов, 21 камень, 28 800 полуколебаний в час. Как видите, здесь, ну, японцы, они же такие люди, да, щепетильные. И здесь прям сразу написано, что разработаны в Японии, сделаны в Китае. Ну, никто этого не скрывает и правильно делает, чтобы никаких лишних, знаете, там вопросов, догадок, там еще чего-то нет. Ну, понятное дело, модель-то это недорогая. Если бы в Японии делали модель с этими характеристиками, то это был бы космос, а в данном случае все доступно. Об этом чуть попозже. Дальше идем. Циферблат здесь перламутр. Черные оттенки такие, да. Ну, я бы сказал, циферблат, это вот, что у нас получается, луна. Луна здесь такая золотистая, и циферблат это покрытый тучами такое ночное, может быть, осеннее небо. Выполнен он, кстати, в очень древней японской технике Раден. Это инкрустация раковины переводится. Появилась она в Японии в конце периода Нара, то есть примерно где-то 780 год нашей эры. Короче, ну вы понимаете. Но зато вот эта техника, она дает что здесь циферблату? Объем и глубину. Ну и фаза Луны здесь, естественно, между отметками 9 и 11 часов. Метки накладные, люминофора здесь никакого нет, стрелки зеркальная полировка, метки тоже зеркальная полировка. Все внимание на красивый перламутр, он очень так переливается, здесь немножко даже как будто бы какой-то эффект радуги проявляется, да, в этой части циферблата, да и в этой тоже. Ну и он немножко под освещением становится иногда светлее, иногда прям ну, совсем практически черный будет. Корпус. Верхняя часть ранта вогнута вовнутрь, поэтому добавляет немножко здесь игры света. И вообще очень много здесь таких поверхностей как раз с игрой света. Очень круто сделано. Приплюснутая прям по-винтажному маленькая заводная головка. Верхняя часть ушек зеркальная полировка. А вот боковая часть здесь, смотрите, да, как интересно сделали с матированием. И такой достаточно сложный получился корпус. И с одной, и с другой стороны. Интересно, да. Ну и задняя крышка прозрачная. Здесь механизм с такой очень даже симпатичной отделкой. Ремешок, система быстрой замены ремешка, ремешок под крокодила. Мне кажется, этим часам все-таки блестящий вот такой под крокодила, ну как бы не то. Я бы видел здесь, конечно же, что-нибудь такое матовое, может быть даже такое немножко шершавенькое, что-нибудь такое. Мне кажется, было бы здорово. Но, в общем, что есть, то есть. Что касается, что такое Кагуя? Это имя принцессы, героини древней сказки японской, да, один из центральных персонажей японской лунной
мифологии. Ну и вот как раз именно эта надпись здесь на циферблате. Никакого ни надписи, ни бренда, ничего. Да? Кстати, интересное решение. И максимально лаконично получается, ну с учетом того, что у нас здесь еще вот и Луна. Ну и она иногда прям черная получается, да, когда вот Луна у нас заходит, да, и все, ничего не видно. Или полнолуние, тогда целиком здесь круг будет вот такой вот золотистый. Что касается стоимости этих часов, то чуть менее 50 тысяч рублей. Но, кстати, есть мой личный промокод GITAT, даст вам скидку 5% на любые часы в магазине «Часовое хобби». Оставлю ссылку и сам промокод в описании к этому ролику. И здесь, наверное, нужно сказать пару слов про «Часовое хобби». Да, это магазин, уже не первый раз на обзоре эти часы у нас на канале. У них можно купить часы как из наличия на сайте, да, так и заказать. Наценки минимальные, и по оплате есть уже вариант оплаты картой либо QR-кодом. И под заказ, если клиент заказывает, то можно получить чек на почту. Дают свою гарантию, что, кстати, очень важно, на новые и витринные часы 1 год и на БУ часы 6 месяцев. Пока так, дальше хотят увеличить. И теперь у них есть еще и физическая точка, улица Люсиновская, 72. Это сервисный центр Tempus, там часы в продаже можно посмотреть, покрутить в руках. Так что это, я считаю, очень большой плюс. Ну, а теперь самое время посмотреть, что у нас там получается по размерам. Значит, по корпусу 41 миллиметр. Так, по высоте корпуса он невысокий, явно 12,1, хорошо. Что касается ремешка, то 21, так что со сторонними будет немножко сложновато. В принципе, найти, конечно же, тоже можно. 47,7 у нас от ушка до ушка. В целом, я бы сказал, что модель достаточно такая аккуратная по размерам. И мое запястье 18,5, ну видите, посадочка здесь удобная. Часы невысокие, ушки загибаются вниз, ремешок сразу вниз тоже уходит. Слушайте, а неплохо, очень неплохо. Ну с учетом того, что здесь как раз на циферблат очень много внимания, и хочется на него смотреть, разглядывать и показывать окружающим. Поэтому, в принципе, тот факт, что он все-таки не самый малюсенький, это даже и неплохо. Часы аккуратные, часы такие среднеразмерные, на среднее запястье, на крупное запястье вполне себе подойдут. Ну, я думаю, что-то от 18 в самый раз по посадке именно эта модель. Ну, а что касается веса, я думаю, здесь вряд ли много, что-нибудь около там 100-110, наверное, что-нибудь типа того. Я ошибся, 76, всего 76 грамм, так что это вообще глобально-таки и ни о чем. Давайте смотреть более детально на циферблат. Вот у нас Луна золотистая. Немножко антиблика этим часам не хватает. Но зато посмотрите, какой красивый перламутр. Очень красиво. Ну, впечатляет, да, впечатляет. Зеркальная полировка здесь шикарно сделана. Тут вогнутый рант. Аккуратная заводная головка. Здесь сложная такая боковинка, интересная, необычная, и зеркальная между ушками. Ну и под задней крышкой здесь, конечно, пленочка, да, но тоже красиво все здесь. С отделочкой у нас механизм. Что хочу сказать по итогам. Очень красивые часы, они на картинках не такие, как вот вживую. Вживую они прям играют, они переливаются. Здесь потрясающая луна, классный циферблат, метки, стрелки, прям шикарно все сделано. И у корпуса интересный. В плане, знаете, соотношения цена-качество и такой вот... Они лаконичные при этом. Они сделаны вот именно в плане дизайна очень классно. Мне понравилось. Круто. Раньше мне понравились эти часы по картинкам, да, когда посмотрел на них вживую, очень хотел посмотреть, и спасибо как раз, да, Ивану, что дал их на обзор, потому что, ну, реально, это очень большая редкость. На этом у меня все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.